юрист Валерий Табаков. Сегодня поговорим о громком убийстве, произошедшем вчера в городе Одесса. Убили Демьяна Ганула. Убийство совершено в центре Одессы. Оно потрясло Украину и стало символом жестокой развязки для противоречивой фигуры. Активист, националист и лидер уличного фронта. Демьян Ганул был застрелен на Александровском проспекте средь бела дня. Подозреваемый 46-летний Сергей Шалаев, бывший военнослужащий, дезертир, задержан в тот же день. Следствие рассматривает версии от заказного преступления до личной мести. Среди множества гипотез выделяется вопрос: могла ли его смерть быть связана с прошлым, включая насилие над фитнес-тренером Севастьяном Гоговичем, а также его радикальной деятельностью по принудительной украинизации и соучастием в призывах к геноциду русскоговорящих граждан Украины совместно с Ириной Фарион. Мы разберем все эти аспекты, опираясь на известные факты и размышляя о том, как действия Ганула могли привести к его трагическому финалу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, распространяйте это видео, донатьте по возможности. Итак, к делу. Демьян Ганул был фигурой, вызывавшей крайние эмоции. Для сторонников он был борцом с коррупцией, незаконными застройками и российским влиянием в Одессе. Человеком, чья роль в событиях 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов сделала его символом сопротивления. Для критиков – радикалом, чьи методы граничили с беззаконием и жестокостью. Его деятельность не ограничивалась локальными акциями. Ганул активно поддерживал принудительную украинизацию и выступал в союзе с такими фигурами, как Ирина Фарион, известная своими ультранационалистическими взглядами. Совместно с Фарион, бывшей депутаткой и языковым активистом, Ганул участвовал в кампаниях, направленных на искоренение русского языка из общественной жизни Украины. Он организовывал акции против русскоязычных вывесок, школ и культурных мероприятий в Одессе, призывая к очищению города от языка оккупантов. В своих выступлениях он нередко повторял риторику Фарион, которая открыто называла русскоговорящих граждан Украины врагами и дегенератами, требуя их маргинализации. Некоторые их совместные заявления, особенно после 2022 года, интерпретировались как призывы к геноциду русскоязычного населения. Например, Ганул поддерживал слова Фарион о том, что русскоязычные не имеют права жить на украинской земле.
и призывал к физическому давлению на тех, кто отказывался переходить на украинский язык. Эти действия сделали его мишенью для значительной части одесского общества, где русскоязычные составляют заметную долю населения. Еще одним ярким примером радикализма Ганула стал инцидент с фитнес-тренером Севастьяном Гоговичем в июле 2024 года. Конфликт начался в спортзале на улице Дальницкой, когда Гогович оскорбил сотрудника ТЦК, вручавшего повестки, и пожелал смерти украинским военным. Ганул, увидев видео инцидента, назвал тренера сепаратистом и организовал его наказание. Гогович был избит, а затем передан в военкомат. Ганул выложил фото избитого тренера с подписью: якобы Гогович упал на мокром полу, а также видео, где Гоговича ведут к микроавтобусу ТЦК. Позже в сети появилось другое видео. Мужчина, предположительно Гогович, был прикован к дереву в лесу наручниками и рассказывал о совершенном над ним сексуальном насилии. Ганул отрицал причастность к этому эпизоду, но инцидент укрепил его образ как человека, готового к самосуду. 14 марта 2025 года Ганул был убит. Нападавший выстрелил несколько раз, включая контрольный в голову, и скрылся на такси. Подозреваемый Сергей Шалаев, 46-летний одессит и дезертир, был задержан в тот же день. В его квартире нашли оружие, вероятно, использованное в преступлении. Следствие квалифицировало убийство как заказное, но не исключило и личных мотивов. Демонстративность акта, день, центр города, камеры наводит на мысль о публичном послании. Но кто был отправителем? И могла ли деятельность Ганула по украинизации или история с Гоговичем стать причиной? Одна из версий, обсуждаемых в соцсетях, месть за насилие над Гоговичем. Некоторые предполагают, что Шалаев мог быть родственником тренера, братом или кузеном, или даже отцом, решившим отомстить за унижение. Разница в возрасте: Гоговичу 30, Шалаеву 46, и общий город допускают такую возможность, но факты этого пока не подтверждены. О семье Гоговича ничего не известно, а судьба тренера после 2024 года остается загадкой. Шалаев же фигурирует как дезертир, без явной связи с Гоговичем. Более широкая гипотеза связана с деятельностью Ганула по принудительной украинизации и его призывами, вдохновленными Фарион. В Одессе, городе с сильной русскоязычной общиной, такие действия могли породить глубокую ненависть. Шалаев, как бывший военный, возможно, разделял обиду тех, кого Ганул и Фарион называли врагами нации. Его дезертирство
могло быть связано с несогласием с радикальной политикой, которую поддерживал Ганул. Убийство в этом случае могло стать актом личной мести от лица русскоязычных или тех, кто пострадал от его кампании. Демонстративность убийства, контрольный выстрел на глазах у прохожих перекликается с публичностью, с которой Ганул наказывал своих жертв, будь то Гогович или русскоязычные граждане. Это могло быть зеркальным ответом. Если он выставлял других на позор, его смерть стала таким же спектаклем. Однако заказной характер преступления, на который указывает следствие, намекает на более сложную игру. Возможно, личная ненависть Шалаева была лишь инструментом в руках тех, кто хотел устранить Ганула как политическую фигуру. Убийство Демьяна Ганула – это не просто конец одной жизни, а отражение расколотого общества, где личные обиды, национализм и политика сплетаются в смертельный узел. Его деятельность по принудительной украинизации и соучастие с Фарион в призывах к геноциду русскоговорящих, как и насилие над Гоговичем, создали ему врагов на всех уровнях, от обычных граждан до организованных групп. Сергей Шалаев, будь он родственником Гоговича или исполнителем чужой воли, стал лишь последним звеном в этой цепи. Пока следствие не раскроет мотивы, мы можем лишь гадать, была ли смерть Ганула эхом личной жестокости или расплатой за радикальный национализм. Но ясно одно. Тень, которую Ганул бросил своим прошлым, настигла его в мартовский день 2025 года, оставив за собой вопросы без ответов.